Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о продуктовых пустых баночках. Их накопилось много, поэтому сейчас быстренько покажу и выброшу. Значит, покупала я не так давно, да буквально на днях, томатный сок от Красной Цены. Честно говоря, давно хотела его приобрести, но у нас как-то в продаже не было почему-то. Видимо, его быстро разбирают. А тут появился, причем цена за 950 миллилитров была, кажется, 25 или 26 рублей. Отличный сок. Значит, состав: томатный сок восстановленный для детского питания с 3 лет, томатное пюре, паста, соль, изготовлен из концентрированного пюре пасты. 20 калорий на 100 грамм. Классный томатный сок, он реально очень хороший, и подружку угощала, то есть, нормальный сок. Ничем не хуже, чем вот остальные. Конечно, там всякие фруктовые напитки от Красной Цены, но это, опять же, ничем не могу сказать, что прям как-то в худшую сторону отличается, но я их не покупаю, раньше брала. Ничего примечательного. Но вот томатный сок, он реально хороший, качественный, полностью устраивает. Еще брала тут мандарины в Ашане. Это Турция. Мандарины, в общем, здесь сколько-то было, 99 рублей за килограмм. Нормальные, без косточек, в меру сладкие, в меру кислые. Все, как я люблю. В целом нормально. Так, я сразу уберу отсюда со стола пакет. Были у Ушастика от Титбит лакомый кусочек, снеки для собак средних и крупных пород, хрустящие подушечки с начинкой со вкусом ягненка и сыра. Я обычно, если что-то такое покупаю, я стараюсь даже, на вкус сама попробовать, потому что ничего не будет. Но чтобы знать вообще, что я даю собаке. Это так многие делают, в этом нет ничего предосудительного. Отличные подушечки, и собака съела с огромным удовольствием. Чего, естественно, я пробовать на вкус не стала из собачьих лакомств. Это легкое, понятное дело. То есть я имею в виду, когда пробуют, это может быть либо корм жидкий, либо такой типа подушечек. Когда там такая нейтральная начинка, понятно, здесь такое делать не стоит. 50 грамм, легкая, говяжья. Тоже им очень понравилось. Там разные маленькие и большие кусочки, стоят бюджетно в Ашане, еще и кэшбэк начисляли. Классно. Следующее, это у меня была, точнее, она даже есть, пастила от марки «Каждый день». Она на самом деле достаточно калорийная, хотя и вкусная, поэтому я даже целую пастилу не съедаю, то есть максимум в день я могу себе позволить грамм 10. У меня здесь вкусняшки лежат, видите, я их ломаю, режу на кусочки. Тут и пастила, и зефир, то есть мне вообще, я не знаю, насколько хватит, потому что иногда бывает что-то такое хочется. И из той же оперы зефир с ароматом ванили. Состав, например, зефир, если будет видно, можете ставить на паузу, почитать, кому интересно. То же самое с пастилой, здесь, правда, мельче. Я не знаю, лично в том количестве, в котором я ем, нормально, сойдет. Кукуруза от марки Ашан с птичкой в зернах. Обычно я беру марку «Каждый день», она меня полностью устраивает, но не было, взяла эту. И там 400 грамм, это подороже. В целом уже пробовала, претензий никаких нет. Я буквально там тоже грамм по 10 тушу вместе со всеми овощами. Брокколи 400 грамм у меня уже от марки «Каждый день». Я беру не первый раз, обычно всегда хорошее качество. В предыдущий раз я ругала в пустышках, потому что прям какая-то мелкотня была, знаете, как будто мелко-мелко порубили. Может быть, условия хранения, может быть, еще что-то, не знаю. В этот раз приобрела, все нормально.
никаких претензий. Вот эти целые, большие, поменьше были кусочки. Также от марки Ашан с птичкой брюссельская капуста. Тоже нет претензий, хорошая капуста. Тоже был кэшбэк на продукцию с птичкой. Кэшбэк всегда от 5% начисляют. В магазине Билла покупала для собаки простые вот такие сушки. Одну я попробовала, нормальные, хорошие. Но, в общем, псу тоже для разнообразия, как лакомство. Ну и для людей могу порекомендовать. Что тоже буду наравне вот с этим томатным соком хвалить и рекомендовать, так это от ленты морс клюквенный, потому что это реально не напиток, а хороший качественный морс. У меня тут был цистит, и мне потребовалось с клюквой морс, потому что, как вы знаете, это хорошо лечит. Но если кто не знает, имейте в виду. Но клюквы нигде не было в продаже. И я уже вот все, обойдя магазины, думаю, значит, нужно хоть какой-то сок взять. Во Вкусвилле я брать не стала, потому что за литр просят почти 150 рублей. Но там адское количество сахара, и вообще как бы оно такое себе. Я уже брала, там смотрела, читала состав и Сантал, и другие соки, которые чуть ли не 200 рублей стоили за упаковку, но там процентное соотношение не то, и сахар на первом месте. Ну и я уже отчаялась, смотрю, там где-то на другом стеллаже, в другом конце магазина стоит лентовский морс. Но я уже думаю, возьму, просто посмотрю состав. И, знаете, я была удивлена. Значит, для питания детей дошкольного и школьного возраста от 3 лет и старше продукт стерилизован и асептически упакован. Состав: клюквенный сок, клюквенное пюре. И только потом сахар, лимонная кислота, ароматизатор и вода на последнем месте. Ну, правда, минимальный объем доли сока и пюре 15%, но как бы вот я говорю, что все равно состав, он наиболее хороший. Цена была то ли по акции, то ли так, 89 рублей, но морс реально хороший, и он сработал. А что ценно? От Абрика из магазина Верный пчелиный мед, липовый лесной. У меня есть еще типа цветочный, что-то такое. Короче, это отличный мед. У него невысокая цена, но мед хороший. Просто у меня вообще на мед аллергия, но если он засахаренный, мне как бы не очень. Ну и натуральный, конечно, потому что засахариться, как вы понимаете, и не натуральный может. Вот. Этот просто такой жидкий, но, в общем, я думаю, что это натуральный хороший мед, и мне он нравится. Я беру его по чайной ложке в день. Во Вкусвилл брала вот такой соевый ванильный напиток. Он низкокалорийный, естественно. Мне он понравился, но я его брала не пить, а варить кашу для разнообразия. Срок годности вот 12 месяцев, но после употребления не более 12 часов. В связи с этим я его, если буду брать, то крайне редко, потому что мне неинтересно выпить вот этот напиток за один день. Просто неинтересно и будет вряд ли вкусно, потому что хорошо, когда пьешь его по чуть-чуть. Соответственно, я сварила кашу, но это тоже не прикольно на 3-4 дня вот это все растягивать. Меня бы, конечно, устроила более маленькая упаковка или чуть-чуть больше срок годности. Ну да ладно, в целом я могу посоветовать, кто любит такие вещи, неплохо. Ваниль здесь не сильно как-то выражена, но все-таки. Иногда, возможно, по акции, когда что-то такого захочется, можно взять. Также из Вкусвилла кефир обезжиренный. Он тоже, понятное дело, низкокалорийный. Знаете, в чистом виде он нормальный, но я не в восторге. А вот именно с мюсли или еще с чем-то таким очень даже хорошо. По цене, когда бывает акция, то недорого. Но опять же, буду брать именно при случае. Скорее всего, редко. И именно на каких-то акциях. Но в целом неплохо могу посоветовать. В аптеке я брала ламинария слоевище. Я просто пересыпала в баночку. Морская капуста. Добавляю в суп, в рис.
очень даже неплохо, но нужно поварить хорошо. Фикс прайс уже не первая и, надеюсь, не последняя упаковка «Секреты здоровья хлебцы». Они были по акции, по карте 9 с копейками, ну 10 рублей. Вы знаете, вообще они хорошие, состав у них нормальный. Конечно, доктор Кернер гораздо лучше, но это тоже как вариант неплохо. Я ем и те, и другие. Единственное, здесь надо быть осторожными, потому что здесь попадаются какие-то очень жесткие кусочки в хлебце. И, честно, я за свои зубы, бывает, боюсь, поэтому ем очень аккуратно. А так они, в принципе, тают во рту, поэтому эти кусочки можно легко заметить. Просто вот обратите на это внимание. Далее взяла во вкусвилл целебный хлеб с цикорием. Так, у него 253 калории на 100 грамм. Очень хороший хлеб, он мне понравился, вот прям максимально вкусный. И стоил как-то недорого. Я вообще брала, мне кажется, по какой-то акции. В пятерочке брала питу, вот такую. Тут тоже, если не есть целую, да даже целая не суперкалорийная, а если по половинке, то вообще отлично. Иногда на бутерброд. Не так давно мне очень сильно захотелось чего-то со вкусом соленой карамели. Оптимальным вариантом оказались ириски Меллер. Вот такие вот. Они и по калориям, это невысокая калорийность, и очень вкусные. И была акция 29 рублей. В общем, они кайфовые. Я прям с огромным удовольствием полакомилась. Могу посоветовать. Иногда мне хочется чего-то такого, ну, конечно же, балуюсь, но в небольшом количестве. И вот один из тех случаев, как раз я заходила в ленту, я в поисках сока вообще обижала весь район, несколько магазинов, и поэтому я даже не успела перекусить, а я перед этим еще 3-часовое занятие провела, поэтому мне что-то вкусного захотелось, и я взяла на кассе в ленте вот Несквик за 9 рублей. Тут всего лишь 20,5 грамм. Соответственно, калорий тут немного. Ну, по крайней мере, вот в таких случаях допустимо. Могу посоветовать. Как неплохой перекус. Не так давно в Ашане тоже что-то уже много нагулялась. Прошла 20 там, или 17 или 20 километров. Хотя для меня пока рекорд 31 километр. Вот, много прошла еще плюс по Ашану, помимо парка, и решила перекусить. Choco Dream взяла за 9 с копейками. Тут тоже меньше 100 калорий, очень вкусно. Вбила на акциях за 69 или 65 рублей. Взяла Хохланд с ветчиной. Я здесь 8 кусочков, по кусочку в день разогревала, делала горячие бутерброды. Очень тоже неплохо. Во вкусвилле брала мягкий творог обезжиренный. Ну, в целом тоже неплохой. Ничего не могу сказать, как бы такого плохого, не поругать. Ну, при случае можно взять. Я такой творожок съедаю, мне на 2 дня хватает. Чтобы по белкам не было больше, чем положено. Мюсли биловские, банан и шоколад. Сейчас у меня фундук, яблоко. Вы знаете, это самые вкусные мюсли, которые я пробовала. Я много чего пробовала и могу сказать, это лучшее. Нет, конечно, может быть, совсем какого-то дорогого сегмента, очень дорогого, лучше. Но вот эти просто потрясающие. Жаль, что Билла в России больше не будет, а мюсли у них потрясающие. Пока есть, приобретаю. Так, следующее, что хочу показать, это я выбрасываю оливковое масло высшего качества, нерафинированное, с ароматом белого трюфеля. Закончился срок годности. А так нормально. Ну, как всегда, в последнее время беру стебли сельдерея. И 59, и 69, и в пределах 89 рублей они стоят. Тоже нравится. И тушу, и в сыром виде.
В Било брала вот такой вот Хохланд. То же самое, как и вот этот. Понравился. Еще в Било взяла пасту томатную на акции. Мне хватило недели на 1,5, на 2, чтобы не испортилась. Я пищевой пленкой закрывала. По чуть-чуть на бутерброд или в гречку. Отличное качество. Конечно, обычно я беру в Ашане, но вот в тот момент взяла в Било. Луговая ромашка, всегда беру фикс прайс. Ну, там разные упаковки, но в целом отличный чай, очень люблю и могу советовать. Еще один чай закончился, это тут и по Project Pen, чай малиновый с мятой мне дарила моя ученица. Это из красного куба. Долго был этот чай, он очень вкусный, но у меня много чая, поэтому небольшой расход. Действительно чувствуется и малина, и мята. Он такой красивого цвета. Вообще суперский чай. Ну, если бы он был в продаже, можно было бы советовать. Но сейчас вроде как этого магазина нет. Хотя могу ошибаться. Я просто слышала, что его нет. Далее чай такой травяной толокнянка. Он, конечно, горчит. Все дела. Лекарственное средство. Но хорошо помогает. Там цистит. Все дела. Миндаль обжаренный каждый день брала на ПП пирог. Хотя миндаль, понятно, орехи это калорийно, но в любом случае их же как-то есть надо. Мюсли, яблоко и фундук, то же самое, такие же прекрасные, как и банан с шоколадом. Просто обожаю. Ну, конечно, банан с шоколадом получше будет, ну, лично для меня. Покупала я себе адыгейскую соль. Вот такая. Там травы, все дела. Сейчас я пересыпала в другую баночку, но я соль не ем. Это я по чуть-чуть добавляю в суп собаки. Сразу воздержитесь от комментариев, что соль животным вредна. В небольшом количестве она никому не вредна. В том числе в корма добавляют соль. Базилик зеленый в горшочке. Он у меня сейчас растет на окне уже около 2 или 3 недель. Потихонечку отрываю по листику, там в тушение добавляю, ну, когда тушу овощи. Именно зеленый, он, конечно, самый крутой. И я прям вот во Вкусвилл брала, очень рада. Геркулес Дивеевская из 5. Хороший, во всяком случае, вот сейчас взял, вот этот, упаковка хорошая, спустя 2 недели повторила покупку, тоже хорошее качество. По проекту чайный Project Pen здесь шоколад, апельсин, чай, фрут те, отличный, приятный вкус, приятный аромат, понравился, хватило надолго. Также по чайному Project Pen вот такой чай у меня закончился. Тут еще давался одноразовый пакетик для заваривания, если потребуется не в чайнике заварить. Там вот такой был пакет. Классное оформление. Ну и замечательный чай. Ароматный, вкусный. У меня еще несколько таких упаковок, потому что я брала на подарки, но нескольким людям не успела вручить. К сожалению, ну, не встретились мы, потому что там у меня некоторые ученицы в меру жизненных обстоятельств не смогли ходить, ну и так далее. А сейчас сроки годности подходят, уже не подаришь, выпью сама. К тому же у меня не так много подружек, которые пьют чай. У меня либо пьют кофе, либо вообще только воду. Что касается кофе, у меня, как всегда, черная карта, не изменяю. Это потрясающий, самый лучший кофе, какой можно купить в России. Чай Базилур по проекту Project Pen тоже ароматный, вкусный, устраивает. Бегемотик Бонди гематоген. 100 лет не покупала, а тут у меня прям была жуткая потребность. Я батончика 4 съела, то есть так с периодичностью в несколько дней. Бегемотик Бонди это вообще хорошая марка. У них и желейные конфеты вот на почте продают шикарные. И гематоген очень даже приятный. Из всех вот я еще какой-то пробовала и в итоге ходила верной именно за этим. Следующее это Альметте сливочный сыр. Как-то хотелось, брала, хватило. Ну, я там, в общем,
Брала тогда к пиву. Это редкие, в общем-то, случаи. Но и так, в общем-то, остался у меня, баловалась. Очень вкусный. Еще одна такая же вкусняшка легкая, уже рассказывала, для собаки беру. Для завтраков брала, пересыпала глазированные звездочки, но они жестковаты. Ну а так в целом вкусные. Изюм брала, потребовался, красная цена. Плохого качества не понравился, не советую. В Верном брала по акции за 109 рублей низкокалорийный шоколад. Ну, калории они здесь слегка занизили точнее. Но в целом шоколад вкусный. По дольке ела, но калорий там, по-моему, 18 в одной дольке. Вот. И брала тоже на перекус Nesquik White. Лимитированная коллекция, классный. Цветная капуста марки «Каждый день», бюджетная, качественная, в принципе, устраивает. Из вкусвилла сыр тофу, ну, на любителя, я, в принципе, любитель, но он такой пресный. И сыр российский от марки «Каждый день», но его могу посоветовать, я его люблю очень и покупаю часто. Так, ну что ж, это вроде были все пустые баночки. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Всем пока-пока.